Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, сентябрь 2023 года. События сентября. Давайте узнаем. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Всегда реальность как-то отличается. Да и у нас, у каждого, какие-то свои планы и жизненная история. Но я так надеюсь, что мы с вами приятно проведем время, как минимум, и какой-то инсайт вы все равно получите. Сегодня две колоды, Таро 78 дверей, и мы их откроем чуть позже, узнаем, какие же двери будут перед нами открытые. И Таро иллюминатов, мы у них прямо сейчас спросим, что для нас, для вас, мои дорогие стрельцы, будет важно. Или важное событие, или это как настроение, может быть, фон месяца, ну что-то ж нам подскажут карты. Или чему придется уделять больше внимания, вполне вероятно. Вот такую карту первую мы достанем. И пусть нам расскажут карты, что для нас будет наиболее актуально. Что актуально для стрельцов в сентябре, что важно знать. Неожиданные события или неожиданности возможные в сентябре. Радостные события давайте достанем. Или что нас будет и радовать, и помогать нам. И достанем три карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Как видят финансовые вопросы карты на месяц. В целом энергии смотрим. И что у нас в личной жизни. Итак, важное событие. Знаете, вы можете словно на выборе быть в течение месяца много раз. И вроде бы как бы уже что-то складывается в мою пользу, но в последний момент вы сами себя будете где-то останавливать и говорить: нет, стоп, дай-ка я еще раз пересчитаю, обдумаю, подумаю, узнаю, уточню. Вот есть такой момент, и это будет правильно. Принцесса жезлов. Уже куда-то собралась, принцесса отправилась как будто, да? И в последний момент останавливается. Как будто есть выбор. Вот в этой колоде цвета имеют значение. Тут все как бы наполнено символами. Красный плащ, который развивается за спиной у принцессы, словно делится на две части. Вот это и есть как бы сигнификация того, что вроде бы все понятно, но тем не менее есть какой-то нюанс, который мы сами для себя должны определить наверняка. Вам захочется больше ясности, четкости, понимания по какому-то вопросу, как будто я не хочу совершить ошибку. Но когда у нас выпадает принцесса жезлов, во-первых, в плане бодрости духа, физической активности, как раз тут все будет в нашу пользу со знаком плюс складываться. И, безусловно, жезлы – это энергия, когда будет и возможность, будет и желание что-то осуществить, и когда, где-то динамичный месяц, он пройдет именно в ваших энергиях. Видимо, будут у каждого свои какие-то вопросы. И часто по этой карте могут быть, знаете, какие-то бытовые дела. Или то, что не сверхважное, но оно тоже для нас имеет значение, потому что может означать комфорт какой-то или надежность. Поэтому, где-то к выбору имеет смысл приготовиться. Неожиданные события. А у кого-то вот с учетом уже пятерки жезлов проиграется так, что много информации в течение месяца. Информационный хаос, пятерку жезлов, я называю так эту карту. И нам говорят: не реагируй быстро, ты будешь слышать много разного всего. Могут быть и фейки. По этой карте может кто-то случайно проболтаться, и вы узнаете тайну. И есть такой вариант, что и о нас тоже могут что-то узнать, поэтому мы не делимся информацией. Мы по этой карте, нам говорят, чтобы не было неожиданностей, у нас их как будто не будет. Информационные неожиданности, они как будто нам уже гарантированы. Но это не значит, что нам будут говорить правду. Где-то мы сами должны эту правду переосмыслить и так это себе словно догнать мыслью, понимаете? Или наоборот, что-то уточнить, разобраться. Но и не быть втянуты в какие-то разговоры для нас ненужные. Может быть, по пятерке жезлов тут нам не совсем соревнования, но некий спор нам демонстрируют по этой карте. Поэтому если мы
оказываемся, допустим, в той ситуации, когда кто-то спорит и пытается один другому доказать. Или один может настаивать, примени мою точку зрения, поддержи меня. А нам карта это говорит, оставайся сторонним наблюдателем. Ну, буквально не ввязываться во что-то, и тогда для нас не будет этих неожиданностей. Или они будут для нас как в виде информации, которую мы можем, ну, так в спокойном каком-то состоянии духа определить, можно этому верить или нет, можно доверять этому человеку или нет. Радостные события. И тем не менее, 13-й аркан нам выпадает в позиции радостные события. Что-то заканчивается. Обстановка, в которой вы находитесь, тоже словно может претерпевать изменения. Это то, на что мы не влияем. И карта нам говорит, ведь это трансформация, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й аркан. От чего-то мы откажемся сами определенно. Вот, наверное, тот самый выбор, который нам уже пророчит принцесса Жезлов. Но она ведь говорит нам о том, что будет больше радости, понимаете? И в позиции радость нам как раз выпадает карта смерти, карта трансформации. Значит, мы где-то почувствуем облегчение, что какая-то ситуация закончится. Или в чем-то мы сможем окончательно прояснить какой-то вопрос, что нам даст огромное преимущество, ну, больше не думать как будто в двух направлениях или не двигаться в двух направлениях, оставляя и одно, и второе. И, может быть, много работая. У кого-то, правда, может проиграться, как я меняю работу. Теперь я уже точно знаю, где я больше, может быть, заработаю, где меня будут больше ценить, уважать, или где я больше могу открыть свои таланты, где-то в плане здорового честолюбия, ну, построить карьеру. Тут самые разные варианты. Вот с чем-то вы, мои дорогие стрельцы, определитесь и прочувствуйте, да, что-то в моей жизни закончилось, и отпустить это будет намного легче. Вы прочувствуете большую свободу, когда что-то вас уже словно не держит. И по этой карте нам говорят, что рассчитываем-то ведь мы сами на себя, но если в позиции, что нас будет радовать или помогать, тем не менее, нам именно это будет помогать, когда мы не будем зависеть ни от чужого мнения, когда нам, повторюсь, не придется двигаться в нескольких направлениях. Мы просто четко будем понимать, что для нас перспективно, что для нас хорошо, в какой стороне мое счастье, или как я вообще хочу что-то обустроить, и метод, способ для меня тоже будет очевиден. Давайте откроем дела, работа, бизнес. У кого-то может быть окончательное решение о переезде, правда, у кого-то и по работе. По этой карте мы что-то оставляем позади и даже не оглядываемся. Вот это все то, что я сейчас только что говорила. У кого-то это может быть связано с вашим уходом, у кого-то может быть и с уходом человека. Иногда такие карты могут свидетельствовать о том, что могут прийти события, которые, может быть, касаются ваших далеких родственников или о каких-то людей, которые вам знакомы, может быть, о друзьях, может быть такое, причем неожиданные какие-то известия, может быть и об уходе, увы, должна это тоже озвучить. Но больше это, безусловно, мы ведь смотрим дела, работа, бизнес. Если даже это приходит, как будто вам, может быть, придется в чем-то участвовать, помогать вот как кому-то. Но в основном это будет карта проигрываться, как для вас что-то будет очевидно. И быть готовым к тому, что я от чего-то откажусь, повторяюсь, это, наверное, где-то в течение месяца будет неоднократно. Но для нас это открывает совершенно другие перспективы. И мы готовы, опять же, по 8 кубков пройти какой-то путь, словно в одиночку. Есть, значит, какое-то дело, которое, мои дорогие стрельцы, нужно рассчитывать на самого себя. И это больше касается, может быть, оформления документов или вашей трудовой деятельности, или вашего как профессионализма, если по этой карте с учетом 13-го аркана кто-то из вас может надумать вообще уйти словно в свободное плавание. Если вы обладаете каким-то ремеслом, или вы человек творческих профессий, вы тоже захотите большего самовыражения. По этой карте также мы можем искать выход из какой-то затруднительной ситуации. Или я сказала бы так, мы уже какое-то время пытались что-то как бы совместить, с чем-то определиться, но у нас не получалось. А вот в сентябре как раз получится. Может быть,
многие события или обстоятельства, или какие-то новости будут еще дополнительно приходить, и постепенно что-то в вашей жизни будет словно становиться на свои места. Или вы сами расставите по местам те сферы жизни, которые у вас сейчас словно нуждаются к трансформации. И такое тоже может проиграться. Все-таки у каждого что-то на повестке дня будет стоять свое. И какая-то, словно вот этот выбор, какая-то своя развилка, в которой мы должны выбрать одно направление. Что у нас по финансам? Ну, судя по 15-му аркану, посмотрите, надо быть очень внимательному. Действительно, его величество выбор у кого-то может проиграться и выбор как способ заработка, но надо сказать, что 15-й аркан – это не что иное в нашей реальной жизни, как вопросы благополучия и вопросы денег, безусловно. 15-й аркан нам дает хорошую, еще раз повторяют нам, физическую форму для того, чтобы осуществить желаемое. То есть какие бы мы тут ни ставили глобальные вопросы перед собой, задачи, как будто сил у нас хватит. Но будет и соблазн, мои дорогие стрельцы, всегда 15-й аркан проигрывается как страстное желание что-то иметь, получить. Поэтому сразу же и совет идет, не пойти в разнос, например, где-то, чтобы нами не руководствовали эмоции, больше быть хладнокровно взвешенным, особенно в вопросах финансов, потому что мы можем поддаться импульсу, и тогда мы можем в чем-то ошибиться, хотя сама по себе карта 15-го аркана может означать приход денег, и достаточно больших. У кого-то так может проиграться, но, повторюсь, не у всех. У кого-то это ведь еще карта страсти, это старший аркан. У кого-то может быть любовь, может быть отношения. И каким-то образом ваши отношения будут увязаны с финансовыми вопросами, и вам придется этому уделять внимание. Тоже может быть. Давайте личную жизнь откроем. Хотим мы того или нет, но изменения будут. И если я сказала в самом начале по принцессе жезлов, нет чего-то глобального, но я еще не открыла остальные карты. Для кого-то будет и глобальное, мои дорогие стрельцы, потому что 13-й аркан, 15-й и еще и 16-й башня, как будто все развивается по порядку какому-то. Как будто что-то, знаете, ну, наверное, как по судьбе мы говорим, мне придется с этим столкнуться. По карте башня тоже карта где-то подразумевается, есть свобода. А, кстати, по аркану дьявол идет как раз не свобода, а какая-то зависимость. И мы не должны попасть в какую-то зависимую ситуацию. Если мы правильно что-то не рассчитаем, мы можем себе создать проблем. Поэтому его величество выбор должен быть у вас очень осмысленным. Не поддаваться, наверное, на какие-то информационные фейки. Одновременно вам скажу, быть аккуратным, переходя по каким-то ссылкам. Будьте внимательны в течение месяца к платежным электронным системам. Они могут давать сбой. У нас 5 планет будет в ретроградности, включая и Сатурн, и, кстати, Меркурий. Он нам дает как раз вот как и информационные, как хаос, да, или какие-то новости, которые по факту это и не новости, а именно больше выдумка чья-то, также может дать и в плане расчетов с деньгами какие-то ошибки. Потому что, я бы сказала так, исключить всяческую возможность риска. По аркану дьявол захочется пойти ва-банк, как будто поставить все на карту, поставить все на кон. Где-то скажу, что в азартные игры мы точно не играем, хотя может захотеться. Точно этому не время, можно проиграть все до нуля, с учетом 3 старших арканов. Мы не ставим что-то, знаете, очень важное в своей жизни, как ва-банк. Была не была. Вот здесь такого расчета быть не должно. Мы не должны рассчитывать на Его Величество случайность или какой-то удобный случай. Он может с нами произойти, правда, может. И нам как раз все 3 вот эти старшие арканы могут помочь решить какую-то проблему. Причем, знаете, так вот раз и навсегда. И это действительно нам как радость поможет. Но есть варианты ошибиться. И ведь у каждого своя обстановка. Мы должны быть готовы с учетом карта башня. Может быть, какие-то события, которые
Ну, иногда по карте старшего аркана башня проходят обстоятельства непреодолимой силы. У вас выпадает на личную жизнь, и личная жизнь – это не только про любовь, это про нашу личность. Так вот, вы можете оказаться в такой обстановке, когда вам придется очень хладнокровное решение принимать. И, возможно, уходить, выходить из какой-то ситуации вполне вероятно. И сделать это надо будет как будто вовремя, с учетом аркана башня. Но вот это чувство свободы по аркану башня, по аркану смерти, оно нам говорит, что мы в течение сентября как бы мы свободны, да. Но что делать с этой свободой нам пока будет непонятно. Поэтому больше мудрости, неспешности и где-то отсутствие риска и импульса. Самое главное, вот импульсивно не принимать решения. Принимать решения только холодной, трезвой головой. Вот это будет тоже актуально. Нам может казаться, что я теперь уже знаю заранее. И может быть, это направление будет правильным. Но еще раз все просчитать. И еще раз как будто допустить, сказать самому себе, а ведь я могу ошибаться, дай-ка я перепроверю. Для вас будет актуальным в течение сентября не один раз. И 3 старших аркана, у каждого своя какая-то будет история, я точнее сказала бы так, в какой-то своей сфере жизни проиграются вот эти перемены. У кого-то в личной жизни, у кого-то с учетом работы вашей, у кого-то по финансам, а у кого-то все вместе это будет. Одно событие потянет за собой изменения в вашей жизни, и так тоже может быть. Давайте мы узнаем, какие же двери передо мной будут открыты. И в колоде 78 дверей ключевое значение у нас будет иметь дверь и ключ. Открыта дверь или закрыта. Так вот, какие же двери? Верховный жрец. Еще один старший аркан у нас как будто что-то по судьбе. Уважаем мы здесь в целом иерархию, уважаем законы, как мирские, так и вселенские, любые законы. Не перепрыгиваем где-то через голову. И нет дверей, которые для нас закрыты. Посмотрите, мы столкнемся, знаете, можем столкнуться с теми обстоятельствами, которые можем назвать словно жизненный урок или сдача жизненного экзамена какого-то. Мы проходим словно состояние перехода между прошлым и будущим, и это для нас необходимо, как будто так Вселенная распоряжается. И если мы где-то готовы учиться, открыть свою душу новому или увидеть какие-то новые для нас перспективы в том направлении, которое раньше для нас было закрыто как табу. Или мы говорили себе, нет, такого точно я никогда не сделаю, или такого не может быть. А здесь придется рассматривать любые разные варианты из возможных. Учиться попросту, как будто заново по верховному жрецу, может быть, у кого-то проиграется с учетом 15-го аркана, изменение вашей личной жизни, ваша какая-то любовная история тоже меняется. И вы знаете, вплоть до того, что из какого-то одного союза вы можете выйти и построить совершенно другой заново. А у кого-то из вас могут проиграться все эти старшие арканы, что у меня была какая-то прежде грустная история в личной жизни по разным причинам. А здесь я могу отстроить какие-то новые отношения, построить новую семью, иными словами. И у кого-то так проиграется, потому что часто по верховному жрецу идет смена статуса. Вот вы здесь можете изменить, и как будто будут претерпевать изменения в обстоятельствах вокруг вас и оказывать некоторое давление, чтобы вы пришли к какому-то знаменателю, что-то оформили по закону. Может быть, сделали какой-то очень важный выбор, да. Но дверей, повторюсь, закрытых нет. Мы сами с учетом обстановки будем хозяевами своей судьбы. Что я смогу осуществить? Давайте вот на такой вопрос мы достанем карту. Еще один старший аркан. И все то, что я говорила по аркану Луна, как будто усиливается. Это есть какие-то неопределенности, есть эта двойственность, есть, когда сразу невозможно, может быть, просчитать что-то, да, и нам придется остановиться и обдумать. Или мы слышим какую-то информацию. Тут ведь, знаете, может быть так, нам будут транслировать то или говорить, что нам приятно слышать, а самое главное –
допустить, что правда, истина находится где-то в той стороне, которая нам может не понравиться. И от нашего правильного взаимодействия с людьми в первую очередь, и где-то неспешности по карте Луна. А также я бы сказала, что мы можем осуществить. Мы сможем осуществить, если мы надеемся сами на себя, если мы допускаем, что какой-то период нам придется прожить в ожидании каких-то изменений во внешней обстановке. Но мы не можем поставить жизнь нашу на паузу. Понимаете, нам все равно придется действовать. И какие действия по карте Луна? Первое. Избегать тех мест, где большое скопление людей. Меня несет толпа, такого быть не должно. Обстановку вы должны все время контролировать. Второй момент. Нам показана дверь, если мы говорим ключевое значение дверь. Дверь как будто ведет в башню, да, и она под наклоном стоит. Где-то олицетворение Пизанской башни. Вроде кажется ненадежная, но мы знаем, Пизанская башня уже столетия. Как будто падает, но стоит крепче остальных. Так вот, с одной стороны, эту дверь, когда она под наклоном, всегда сложнее открыть. Но и если мы там оказываемся, в этой башне, значит, это для нас будет очень как надежное место. Может быть, нам придется искать буквально какой-то лучший вариант для того, чтобы куда-то переместиться. Может быть, нам придется по работе какой-то делать выбор, где более надежное место или где для нас больше перспектив, интереса. Вполне вероятно и так. Может быть, сама по себе какая-то обстановка, которую нам нужно прояснить. А может быть, мы столкнемся с теми людьми, когда нам придется договариваться, и мы не можем кому-то что-то доказывать. Мы никому ничего в сентябре не докажем. Это правда. Начать что-то настаивать или где-то продавливать свою ситуацию – это однозначно себе сделать что-то во вред. Тут будет важно больше манипулировать. Страж дверей у нас никто иной, как хамелеон. Нет замка. Но вот договориться с этим стражем, с которым договориться в принципе сложно. Хамелеон, он постоянно меняется, и где-то нам придется изменяться, манипулировать, подстраиваться, находить какое-то среднее значение, назовите среднее арифметическое в отношениях с людьми или в вариантах решения каких-то задач с учетом сложившихся обстоятельств. Это будет важно. Для нас словно какая-то мимикрия какого-то хамелеона, но значит, игра идет по таким правилам, мои дорогие стрельцы. Но это не постоянно. Видимо, в сентябре где-то такие моменты возможны. И нам показана девушка, которая прогуливается по берегу. Она как будто в ожидании. Она беременная нам показана. Она ждет ребенка. И вот есть какое-то ожидание. Прояснится потом еще что-то. Но мы взаимодействовать в сентябре месяце где-то должны, как вот этот хамелеон, чтобы для нас все двери были открыты. И тогда мы осуществим то, что мы задумаем. У нас ведь выпадает Верховный Жрец. Какие двери будут открыты? Да любые. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.